Древние скандинавы и викинги были народом северным и суровым, потому и в мифах у них полно созданий под стать им. Огромные, кровожадные, стремящиеся убить или как минимум сильно навредить людям. И в этом видео вы узнаете именно о них, о жутких тварях, которых боялись даже самые бесстрашные викинги. Кракен. По поводу самого известного морского чудовища существует огромное количество теорий и догадок, при этом даже у меня есть отдельный ролик про него. Некоторые из них утверждают, что кракен обитает у берегов Норвегии и Исландии, имеет настолько огромный размер, что моряки часто путают его с небольшим островом. Другие говорят, что огромный кракен поселился в районе Бермудского треугольника, и все таинственные исчезновения в том районе – это дело его щупалец. Достоверно известно только лишь одно, что первые упоминания об этом чудовище появились среди исландских моряков. Из их же языка и произошло его название. Поговаривают также, что кракен настолько огромен и силен, что в состоянии схватить своими щупальцами и утащить на дно даже самый крупный боевой корабль. Но еще большую опасность представляет водоворот, который возникает при быстром погружении этого морского чудовища. Моряки поговаривали, что кракен может переваривать проглоченную пищу до 3 месяцев, и все это время он выделяет такое количество, грубо говоря, дерьма, что за ним всегда следуют огромные косяки рыб. Была даже присказка, что если у рыбака был очень богатый улов, про такого говорили, что он ловил именно на кракена. В конце 1770-х годов капитан Роберт Джеймсон рассказывал, что он с матросами видел огромное тело до 2,5 километров в длину и почти 10 метров в высоту, которое то появлялось из воды, то погружалось обратно. Они шли вслед за ним и наловили такое количество рыбы, что заполонили ей весь корабль. Эти показания капитан давал в суде под присягой. Нёки. Это страшные злые существа из норвежского фольклора. Нечто среднее между русалками и водяными, только это не русалки и не водяные. При жизни они были печальными, одинокими людьми, а после смерти так и не смогли попасть на небеса. В результате нёки остались жить возле воды, чтобы заманивать в нее людей и животных. Особенно опасны они были для некрещенных младенцев и беременных женщин. Подобно греческим сиренам, нёки могли использовать пение или музыку, чтобы очаровывать своих жертв и топить их впоследствии в водоемах. Существуют истории, в которых нёки обучали людей искусству игры на скрипке в обмен на жертву или что-нибудь еще. Единого представления о том, как выглядели нёки, не существует. Кто-то описывал их как уродливых демонов, кто-то как прекрасных дев, обращающихся в чудовищ, а кто-то даже в образе четвероногих звероподобных существ. Драугр. В переводе с древнеисландского означает «призрак». Но если верить легендам, существо это было гораздо более страшным, чем обычное привидение. Предания гласили, что тело Драугра может разбухать до огромных размеров, становясь значительно тяжелее и иногда оставаясь неподверженным разложению многие года. Это роднит его с такими созданиями, как зомби и вампиры. Внешний вид Драугров зависел от того, как они умерли. С утопленников постоянно капала вода, на теле павшего воина были кровоточащие раны, повешенные появлялись веревкой на шее. Считалось, что драугры могли являться стражами могильных курганов, которые защищают могилы и копища. В других легендах драугры покидали по ночам свои могилы только для того, чтобы прыгать по крышам домов и пугать людей. В средневековой Скандинавии страх перед этими ожившими мертвецами был настолько сильным, что люди носили специальные защитные амулеты, наносили особые надписи на могилы, которые не позволили бы усопшему подняться из нее. А еще благодаря драуграм в Исландии появился обычай в ночное время стучать в дверь 3 раза. Считалось, что мертвецы всего стучат только 1 раз. Песта, она же чума. Черная смерть в средневековье стала настоящей трагедией для Скандинавии, как и для всей остальной Европы. Дания потеряла треть всего своего населения, а Норвегия так и вовсе половину людей. Смертей и разрушений было столько, что вскоре люди стали персонализировать чуму, превратив ее в некую ужасную мистическую старуху. Предания гласили, что эта старуха ходит от фермы к ферме, распространяя чуму.
В руке она может нести либо грабли, и это знак того, что кто-то из жителей выживет, либо метлу, что говорит о том, что все из этого дома скоро умрут от чумы. Само слово «тролль» со шведского переводится как «колдовство». В народных сказаниях Скандинавии, где и зародились легенды об этих существах, образов троллей так же много, как и самих рассказов о них. Кто-то говорил, что тролли живут в замках и подземных дворцах, пугая местных жителей своими размерами и колдовством. Другие утверждали, что скалы в горах – это и есть тролли, застигнутые солнечным светом. Считалось также, что тролли могут быть гигантами размером с огров, а могут быть и совсем маленькими, как гномы. Большинство легенд все-таки описывали троллей как крайне уродливых существ высотой от 3 до 8 метров. Почти всегда главный атрибут практически любого тролля – это большой нос. Считалось, что тролли имеют природу камня, то есть рождаются от скал и совершенно не выносят солнечного света, превращаясь обратно в скалы, как только он попадет на них. В скандинавской мифологии Мара – это злой дух, демон, который по ночам садится человеку на грудь и вызывает дурные сны. Иногда под весом демона человек может даже и задохнуться. Мара, как и было понятно, с самого начала из Скандинавии, но ее боялись и не только там. Подобный персонаж есть и в славянской мифологии, сходный с нашей Кикиморой. Кстати, о самых страшных монстрах славянской мифологии у меня тоже есть ролик. Иногда Мара описывалась как бесплотный дух, но чаще считалось, что она принимает женский образ с длинными распущенными волосами, которые она любит расчесывать. По другим легендам, Мара была черным, косматым и очень страшным существом, но тоже женского пола. Она может пугать людей, появляясь ночью во дворах или перед окнами, а также может навредить здоровью человека, если дыхнет на него. В германо-скандинавской мифологии Гарм – это огромный злобный четырехглазый пес, который охраняет вход в мир мертвых. Гарм – страж, привязанный к скале в пещере Гнипа, которая по преданию вся изнутри покрыта кровью. Кроме того, это крупнейший и самый сильный из псов. Его вой, согласно легенде, станет одним из признаков начала Рагнарёка. Также у Гарма есть практически полный аналог в античной мифологии. Это страж подземного царства мертвых, пес Цербер. Маргюк – это огромное морское существо, появляющееся перед штормом и оповещающее моряков о грядущей опасности. Если верить преданию, то Маргюк представляет собой получеловека-полурыбу, нечто сродни русалкам или сиренам. Как и они, верхней частью тела существо похоже на женщину, с той лишь разницей, что пальцы на руках у Маргюк не разделены, а связаны вместе с перепонками. Нижняя часть тела как у рыбы с чешуей, хвостом и плавниками. Маргюк обычно ныряет в воду и показывается над волнами с рыбой в руках. При этом, если существо начинает плыть к кораблю, играя с рыбой и бросая ее в сторону корабля, то моряки боятся за свои жизни. Это предзнаменование того, что большая часть команды в скором времени погибнет в шторме. Если же Маргюк поедает рыбу или бросает ее в сторону от корабля, то это означает, что даже несмотря на жестокий шторм, морякам удастся сохранить свои жизни. Хульдры выглядят как молодые, привлекательные девушки с длинными светлыми волосами. Часто они бывают настолько красивые и обворожительные, что человек влюбляется в нее с первого взгляда. Единственное, чем отличается хульдра от человеческой девушки, это длинным хвостом, похоже на коровий, который она тщательно скрывает. Хульдры живут богато, у них много лошадей, коров и овец, много еды и богатой одежды. Известно множество историй, когда молодые неженатые мужчины, очарованные красотой хульдр, оставались с ними жить. При этом, если мужчина к ней добр, любит ее и не перечит, то они могут жить вместе долго и счастливо. Но в противном случае, если человек разлюбил свою жену хульдру, то вернуться обратно к людям у него уже не получится. Тогда хульдра будет представать перед ним в образе крайне уродливой женщины и всячески вредит до тех пор, пока не живет сосвету. В мировом фольклоре достаточно много образов огромных морских чудовищ, таких как Тиамат, Левиафан, Ясконти, Китай-рыба, Ао и Лингбарк.
Хоть Лингбарк величайший из всех китов в мире, то Хавгуфа самый большой монстр из созданных в море. Считалось, что она настолько огромна, что просто раскрыв пасть, может целиком поглотить и людей, и корабли, и огромных китов, и вообще все, что ей попадется. Ну вот и ролик подходит к концу. Я прекрасно знаю, что упомянул далеко не о всех жутких тварях из скандинавских легенд. Возможно, когда-нибудь я это обязательно исправлю, но обещать, конечно же, не буду. С вами был канал Животный Мир. Если тебе понравилось, почему бы не подписаться? Всем пока.